Всем привет! Меня зовут Ксюша. Рада видеть вас на моем мастер-классе по игрушке из папье-маше. Делать мы с вами будем вот такое яблочко. Для него вам понадобятся самые простые и доступные материалы, немножко вашего вдохновения и ручки. Кстати, а вы знали, что раньше в Германии на Рождество елочки украшали именно яблоками? Так что эта игрушка будет такой отсылкой к началу, к зарождению традиций украшения этого дерева на новогодние праздники. Ну что ж, давайте начнем. Начнем с эскизов. Я часто рисую наброски игрушек, которые планирую сделать, для того, чтобы заранее представить образ и не забыть в процессе изготовления про какие-либо детали. В этом видео, как я уже упомянула, мы займемся яблочком. Вместо эскизов или в дополнение к ним вы также можете использовать фотографии и картинки из интернета. Все это очень помогает в процессе работы. Я также указала примерные размеры будущих игрушек, хотя обычно делаю все на глаз. Еще иногда я пишу такие небольшие заметки на тему того, из чего можно сделать каждую из деталей и, например, какого она будет цвета. Теперь перейдем к необходимым инструментам и материалам. Нам понадобится фольга, бумага, вы можете выбрать любую, газету, крафт или, как у меня, офисную. Но не плотнее ее. Бумага для акварели или черчения не подойдет. Вы также можете использовать свои старые карандашные рисунки или эскизы, которые больше вам не нужны. Вместо того, чтобы их выбрасывать, дадите им вторую жизнь. Нам также нужна будет проволока, у меня она вязальная 0,9 мм, малярная лента, обойный клей, я взяла первый попавшийся. Вместо него также вы можете сварить клейстер, но я ни разу его сама не варила, не вижу смысла тратить на него время. Минеральное, ни в коем случае не растительное масло, а также любое жидкое мыло, которое я забыла показать в кадре. Основной компонент бумажной массы – бумажные салфетки или туалетная бумага. Подойдет такая же белая однослойная или серая самая бюджетная бумага. Только не берите бумагу из вторсырья, она плохо растворяется. Я также использую для замешивания клея и масс пластиковые герметичные контейнеры. Еще нам понадобится, конечно же, клей ПВА. Я использую именно такую фирму. От клея зависит очень многое. То, как игрушки будут шлифоваться, то будет ли липнуть масса к рукам. Следующий компонент, на мой взгляд, не обязательный. Это грунтовка. Я покрываю ей игрушки от случая к случаю. В основном это зависит от того, шлифовала ли я игрушку. Если да, то остается пыль, и с помощью грунтовки можно ее снять. В кадре не было суперклея, но он тоже будет нам нужен. Нам также понадобятся кусачки, чтобы работать с проволокой. Кисть для клея. У меня она вот такая вот жесткая. И для росписи я ее не использую. Для шлифовки игрушек возьмем наждачку разной степени абразивности или, например, гравер. Я пользуюсь и тем, и тем. У яблочка, которое мы с вами сейчас будем делать, мелких деталей немного, поэтому можно будет обойтись только наждачкой. Нам также понадобятся акриловые краски для росписи и погружной блендер. Теперь перейдем к созданию заготовки из фольги. Отрываем небольшой кусочек, опять же небольшой относительно. Я взяла вот такой, потом добавила еще немного фольги, так что вы можете сразу оторвать побольше. И стараемся сформировать из этого кусочка что-то похожее на яблочко. Старайтесь сразу сильно не сжимать фольгу, а постепенно в разных местах придавливать ее пальчиками, чтобы проще было добиться желаемой формы. Потому что чем сильнее вы сдавливаете фольгу, тем плотнее получается фигурка и тем сложнее будет исправить какие-то неровности. Я сразу стараюсь сделать углубление сверху и одну из сторон делаю более плоской. Как я и сказала, того кусочка мне казалось недостаточно, поэтому я обернула заготовку еще одним слоем фольги и снова постаралась выровнять ее до формы яблочка. Если вдруг у вас образовалась какая-то вмятина из фольги, не беспокойтесь, вы можете взять отдельный кусочек фольги и приклеить его на то место суперклеем или, например, клеем-пистолетом.
Кстати, такой небольшой вам совет. Лучше начинать сразу несколько игрушек. Так вы потратите примерно то же количество времени на их изготовление, но получится у вас в итоге больше одной игрушки. Такая особенность папье-маше техники. Одну игрушку делать просто нерационально. Мое яблочко уже более-менее похоже на эскиз. Я сделала выпуклые части, как и должно быть у настоящего яблочка. Сделала углубление в серединке. Остальные моменты мы будем дорабатывать уже папье-маше массой. Я отложу эту заготовку в сторону и займусь приготовлением обойного клея. Заранее поставлю чайник, чтобы у меня был кипяток, и насыплю небольшое количество клея в контейнер, буквально чайную или 2 чайных ложки. После добавления воды он очень сильно разбухает, увеличивается в объемах, и нам нужно рассчитать такое количество клея, которое нам примерно понадобится на все наши заготовки, потому что обойный клей долго не хранится. Наливаю воду на глаз. Вот столько у меня ее получилось. Оставляю немного клея набухать, потом проверяю. Сейчас он густоват, поэтому мне нужно добавить еще немного кипятка. Перемешиваю его моей кисточкой для клея, чтобы растворились все крупинки. Ненадолго отставлю клей в сторонку, чтобы он немного подостыл. А в это время займусь бумагой. Мне нужно нарвать ее на мелкие кусочки, которыми я впоследствии буду обклеивать мою заготовку из фольги. Советую вам сделать это заранее, за просмотром какого-нибудь фильма или, например, видео. Так вы сможете нарвать бумагу сразу для нескольких игрушек. Вот такая бумажная кучка у меня получилась. Если вы хотите, чтобы процесс обклейки игрушки шел быстрее, а толщина бумажного слоя была равномерной по всей игрушке, то лучше нарвать бумагу 2 разных видов, 2 разных цветов. Далее я объясню, зачем так делать. А мой клей уже подостыл и готов к использованию. Мы просто начинаем макать каждый кусочек бумаги в клей и наклеиваем его на заготовку. Таким образом нам нужно будет покрыть всю заготовку бумагой. Но при этом нужно сделать не 1 слой, а хотя бы 2 или даже 3. Кто-то делает и больше. Чем больше слоев бумаги вы нанесете на яблочко, тем прочнее будет игрушка. За один раз лучше наносить не больше 2 слоев бумаги, чтобы яблочко хорошо просохло. Здесь-то нам и понадобится бумага разных видов, чтобы понимать, где первый слой, а где мы нанесли уже второй. Ну а если у вас бумага одного цвета, то советую просушивать каждый слой. Я слышала, что некоторые мастера пропускают этот этап и не покрывают заготовку из фольги кусочками бумаги, а сразу наносят бумажную массу. Но, как по мне, это очень неудобно. Масса скатывается с фольги, и к тому же в таком случае потребуется гораздо больше бумажной массы, а значит и больше клея, и замешивать ее дольше, чем нарвать бумагу на кусочки. Поэтому от себя я советую этот этап не пропускать. У меня была бумага одного вида, поэтому после того, как я закончила с первым слоем, я отправила яблочко сушиться, а потом покрыла его бумажными кусочками еще на 2 слоя, точно таким же образом. Вам показываю уже полностью высохшую и готовую к работе с папье-маше массой игрушку. На момент съемки видео у меня еще не было удобного коврика, поэтому, чтобы не запачкать стол, я подстелила себе лист А4. Ну а у яблочка не хватает одной важной детали – веточки, которую мы с вами будем делать из проволоки. Здесь я воспользуюсь плоскогубцами, но не забудьте про то, что кусочек, который нам понадобится, должен быть примерно в 2 раза длиннее веточки, которая у меня нарисована на эскизе. Это нужно будет для того, чтобы закрепить проволоку внутри яблочка. Теперь возьмем бумажный скотч. Нам понадобится небольшой кусочек, чтобы обмотать им видимую часть веточки. Скотч в данном случае заменит кусочки бумаги, которыми мы покрывали само яблочко.
Проволока довольно скользкая, поэтому налепить на нее какую-либо бумагу довольно тяжело, а вот скотч отлично держится. Слишком толстый слой скотча делать не нужно, проволоку достаточно будет обернуть один раз. Здесь я решила, что сделала слишком короткую веточку, поэтому снизу добавила еще кусочек скотча. Следующим шагом нам нужно вклеить веточку в серединку яблочка. Проткнуть бумагу проволокой совсем не сложно, даже если вы сделали 5-6 слоев. А приклеить все это можно любым суперклеем. Настало время приготовить бумажную массу. Обычно я все делаю на глаз, но в этот раз решила для наглядности использовать весы. Сразу уточню, что очень большое значение играет плотность вашей бумаги и ваш клей. То есть значения, которые вы увидите у меня, будут все-таки примерными. Ну а массу я замешиваю сразу в пластиковом контейнере, в котором и буду ее впоследствии хранить. Перед тем, как наливать клей, не забудьте его обязательно перемешать. У меня получилось 157 грамм клея. Кстати, некоторые мастера делают несколько масс разной плотности, то есть разными пропорциями клея и бумаги. Я, например, еще делаю более плотную массу из яичных лотков, но о ней я расскажу в следующий раз. А сейчас нам понадобятся бумажные салфетки. Изначально я взяла вот такую стопочку, примерно 17-18 грамм, но позже добавила в массу еще немного салфеток. Ориентировалась просто на свои ощущения. В итоге у меня в массе было около 30 грамм салфеток. Чтобы смешать их с клеем, мы просто рвем их на небольшие кусочки и перемешиваем. Я использую для этого вилочку. Кто-то надевает перчатки и мешает руками. В общем, кому как удобно. Сначала масса может получаться непонятными большими комочками, но впоследствии при добавлении большого количества салфеток она будет становиться более однородной. Вот что у меня получилось, когда я добавила в клей все мои салфетки. Я также добавлю туда капельку минерального масла и потом добавлю жидкое мыло. Тоже совсем немножко. Еще раз перемешаю папье-маше массу. Раньше на этом этапе папье-маше масса была для меня уже готовой, но в последнее время я на всякий случай стала пробивать ее погружным блендером, чтобы она становилась более однородной. Сделаю это за кадром. И, кстати, все игрушки, которые вы видели в моем первом видео, сделаны именно из такой массы, даже не пробитой блендером. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Теперь нам нужно выровнять и придать идеальную форму нашему яблочку. Для этого просто пальчиками намазываем папье-маше массу на фигурку. Только учитывайте то, что вам придется его где-то сушить. Либо заранее подготовьте какую-то прищепочку, чтобы за веточку можно было подвесить яблочко, либо выравнивайте поэтапно, то есть сначала одну сторону, потом подождете, пока она высохнет, потом перевернете и выровняете другую сторону. Я делала именно так. И еще не оставляйте слишком надолго массу открытой, то есть периодически закрывайте контейнер, особенно когда отправляете игрушку на сушку.
Итак, одну сторону я закончила, отправляю яблоко сушиться. После сушки масса теряет в объеме. И чем больше салфеток на единицу клея вы добавите изначально в массу, тем меньше масса будет усыхать. Возможно, вам будет необходимо несколько этапов выравнивания, как это было у меня. Сейчас вот я выровняю переднюю сторону, а потом снова вернусь к задней. Может, кому-то понравятся более фактурные, такие винтажные, неровные игрушечки. Они тоже имеют место быть и выглядят очень интересно. Массой мы не только выравниваем заготовку, но и добавляем недостающие детали, как, например, вот это место снизу яблочка. Там мне нужно будет вылепить углубление и хвостик. Там я добавила кусочек папье-маше массы побольше и с помощью зубочистки сделала небольшую ямку. Потом пальчиками аккуратно ее подровняла. Также с помощью массы я сделала более острый край у яблочка, чтобы было похоже на настоящее, как будто его разрезали ножом. Вы можете сделать наиболее ровную и идеальную фигурку на этапе заготовки из фольги, чтобы потом меньше работать с папье-маше массой. Но мне удобнее дорабатывать игрушку именно бумажной массой. Яблочко в очередной раз подсохло, здесь видно, как папье-маше масса потеряла в объеме. Но ничего страшного, позже я добавлю еще 1 или 2 слоя, может быть, и просушу игрушку, чтобы она была еще ровнее. При выравнивании передней части нам нужно не забыть сделать прожилки у яблочка в центре, вот эти, а также слепить косточки. Кроме того, у нас осталась веточка, но ее я буду покрывать не массой, а кусочками самих салфеток. Так будет гораздо удобнее, и она не будет слишком толстой и будет ровнее. Поэтому я оторву небольшие кусочки от салфетки и с помощью того же клея ПВА приклею их вокруг веточки. Не забудьте также проработать стык между веточкой и яблочком. Можно приклеить там небольшой кусочек салфетки. На одном этапе с веточкой я также нанесу очередной слой папье-маше массы на яблочко и отправлю его сушиться. Вам покажу уже готовую версию. Единственное, что нам останется, это проработать переднюю часть. Вот что в итоге у меня вышло после просушки. Я также добавила немного массы на кончик веточки, чтобы она там была потолще. Теперь я нанесу немного папье-маше на лицевую часть яблочка. С помощью зубочистки прорисую прожилки. Из маленьких кусочков я скатаю небольшие шарики, сделаю из них капельки. Хоть папье-маше масса не очень похожа на пластилин, но такие простые детали из нее вполне можно слепить.
Здесь мне не понравилось, как получилась левая косточка, я решила ее немножко переделать. В конце можно подровнять какие-то детали с помощью зубочистки. Вот и все, отправляем заготовку сушиться. Я чуть не забыла про маленький хвостик снизу, но ничего страшного, в любой момент к заготовке можно добавить какие-то детали из папье-маше массы, они друг к другу хорошо приклеиваются. Я скатала небольшой шарик и снова с помощью зубочистки выровняла его, как мне нужно. Вот теперь яблочко еще больше похоже на настоящее. Ну а мы с вами переходим к следующему этапу. Это шлифовка. У меня в руках наждачка с номером 180. Вы можете начать шкурить такой и постепенно переходить к более мелким наждачкам. Если хотите, можете зашкурить игрушку до идеала. Некоторые мастера так делают, у них идеально гладкие поверхности получаются у игрушек, но мне нравится фактура бумаги, поэтому я шкурю совсем немножко. В целом все, вот такая заготовка у меня вышла. Далее мне нужно ее только загрунтовать. Хотя, как я и говорила в начале видео, этот этап не обязательный, но с помощью грунтовки мы можем убрать с игрушки пыль, чтобы впоследствии краска не скатывалась и не образовывала на поверхности какие-то комочки. После грунтовки мы отправляем игрушку высыхать и переходим к росписи. Также не забудьте про крепление, я делаю его из той же проволоки, что мы с вами делали веточку. И вкручиваю на этапе либо перед росписью, либо после, в целом без разницы. Также добавляю капельку клея, чтобы оно держалось лучше. Вот так оно у меня выглядит вблизи. Для росписи я использую краски фирмы Ладога. У меня здесь и краски из набора основные, и я также докупала отдельно некоторые из цветов. Вам подойдут любые акриловые краски. Кроме них нам понадобится баночка с водой и кисти разных размеров, а также палитра, в качестве которой у меня выступает обычный лист офисной бумаги. Так как я использовала для своей папье-маше массы белые салфетки, то и заготовка у меня получилась белой. Если ваша масса изначально была другого цвета, то лучше первым делом покрыть игрушку белой краской. А уже дальше вы можете ориентироваться на то, как буду расписывать игрушку я. Для ориентира лучше взять какой-либо референс, например, фотографию, которую я разместила на экране, чтобы лучше подобрать цвета для яблочка. Сразу скажу, что акриловые краски это не акварель, вы легко сможете исправить какие-либо ошибки, перекрыть один цвет другим, поэтому не бойтесь расписывать, не бойтесь ошибаться. Ну а я начну с веточки и косточек, покрою их коричневым цветом. У меня он называется сиена жженая. Здесь я смешиваю охру и белый цвет. В целом я никогда не придерживаюсь какой-то определенной схемы росписи, то есть делаю это по вдохновению, как мне кажется в данный момент будет правильным. Могу в процессе росписи менять
цвета добавлять, а потом обратно закрашивать какие-либо детали. Но в этом мастер-классе я прокомментирую какие-то основные, важные, на мой взгляд, моменты. Сейчас я покрываю часть яблочка светло-охристым цветом. Хочу сделать его двухцветным. Но это не значит, что я возьму просто два цвета, и одно пятно у меня будет, светло-охристое, а другое пятно красное, и на этом все. Я буду работать с оттенками этих двух цветов. Например, сейчас я к светло-охристому добавляю еще больше белого, то есть делаю цвет еще светлее, чем у меня был изначально. И вот этим новым цветом я покрываю более выступающую часть у яблочка, которая идет вокруг веточки. Теперь более темным цветом, то есть чистой охрой, я прохожусь по контуру моего желтого пятна. В этих местах будет переход от охры к красному цвету. Далее я перехожу, собственно, к красному цвету, но не к чистому, а добавляю к нему немножко желтого и охры. И вот этот цвет наношу на яблочко. Красный цвет я кладу немного отступив от желтого пятна. Нам не нужна четкая линия между двумя цветами. У настоящих яблок переходы плавные. Если вы присмотритесь, то они идут как будто такими полосочками. Такой переход можно сделать с помощью легких взмахов кистью. Таких, чтобы ворсинки кисти оставили красные следы на желтом цвете, но при этом не нарисовали четкую полоску. Посмотрите, как это делаю я на видео. При этом будьте внимательны, у вас не должно быть много краски на кисти. Она должна быть практически без краски, либо с краской, но такой немножко как будто бы подсохшей. Тогда кисть будет оставлять на яблочке такие как будто бы бархатные штрихи. В этой технике росписи нужно использовать минимум воды. Таким образом получатся плавные переходы между цветами, между оттенками цветов, а также подчеркнется фактура бумажной игрушки. В этом месте я добавила красному еще больше охры, чтобы он стал таким алым. Так в яблочке будет использоваться не один оттенок красного, а несколько, и оно будет более яркое и интересное. Переход от этого алого к охре я также делаю с помощью вот таких взмахов кисти. А в тех местах, где переход из цвета в цвет вам не нужен, вы можете добавлять краски чуть больше водички, чтобы ускорить роспись. Чтобы расписать низ яблочка, я возьму чисто красный цвет. Теперь мне нужно затемнить часть у веточки. Для этого я буду использовать охру и коричневый.
Смешиваю эти два цвета и помню, что на кисти должно быть немножко воды, даже совсем не должно ее быть. Лучше взять чисто краску. И вот такой сухой кистью мы начинаем понемногу тонировать, затемнять место вокруг веточки. Чем дальше от веточки мы отходим, тем меньше краски на кисть мы берем, чтобы опять же получился плавный переход цвета. Далее я решила добавить светло-охристых полосочек по яблочку. Для этого я снова смешала охру с белым. И теперь по тому же принципу, что я и делала переход от красного к охристому, буду делать переход от охры наоборот к красному, то есть полосочки буду класть поверх красного цвета. На этом моменте я решила еще сильнее подтонировать место вокруг веточки у яблока, сделать его еще темней. В процессе росписи я также добавила небольшие точечки светло-охристого цвета, как у настоящих яблочек. Эти точечки должны идти в том же направлении, что и полосочки. Низ у яблочка я затемнила с помощью красного, смешанного с коричневым. Но цвет положила не просто пятном, а такими лучиками. Нарисовала как бы небольшие углубления с помощью все той же техники сухой кисти, то есть переходы между цветов у меня плавные. Я не рисовала четких полосок и почти не использовала воду. Переднюю часть яблочка я покрыла одним цветом сплошным без тонировки, так как у настоящего яблока она выглядит именно так. Я добавила к белому капельку охры или можно добавить капельку желтого, совсем чуть-чуть. Тонкой кистью я сделала четкие ровные края в местах, где начинается кожура. Вот что получилось у меня в итоге. Осталось только немножко затонировать косточки, сделать небольшие тени на прожилках яблочка. Я сделала это с помощью желтого и капельки зеленого. Также я добавила немножко светлых пятнышек на хвостик яблочка, чтобы выделить его.
А охрой добавим тонировку на косточки, как бы небольшие блики, и на веточку нашего яблока, чтобы они не были однотонными. Вот такая игрушка из папье-маше у нас с вами вышла. Когда-то люди украшали елочку настоящими яблоками, которые были для них в Рождество символом плодородия. Но у нас с вами получилась легкая и долговечная бумажная альтернатива. Такую игрушку можно оформить как подарок близкому человеку или украсить свою собственную елочку.